Надеюсь, что слышно хорошо. Сегодня мы с вами едем в Венецию. Сейчас бежал минут 6. Еще дыхание вот должно восстановить. Мы сегодня едем на поезде, я решил. Ехать около 4 часов. Сейчас у нас здесь 3 часа и 23 минуты. В поезде, мне кажется, я один еду. Практически никого нету. Потому что у нас до сих пор здесь комендантский час. Без особых причин нельзя выезжать. Доехали до Венеции на центральной площади. Сейчас надо будет найти бар, выпить кофе, 8 часов утра и двигаем дальше. Так как еще рано, скорее всего до пьяцца Сан-Марко пройдусь пешком. Здесь постепенно мы выходим на знаменитый мост Риальто с правой стороны. Виден свет в конце туннеля. Оп. Здесь у нас оказывается мост Риальто. Кто не женат, кому невесту. А здесь мы уже на площади Сан-Марко. Вот это вся красота. Этой площади. Приходится ходить в этой маске, она уже надоела, но делать нечего. Штраф от 400 евро и выше. Я уже здесь подумал, может купить сигару, ходить с сигарой с выключенной. Курить я не курю, поэтому как-то так. Вот здесь было место, по-моему, где переводили, по-моему, заключенных. Называется Понте дей Соспири. Это мост дыхания, что-то такое, короче. Ну да, это вот тюрьма, мы там внутри были. И вот через этот, то ли здесь трибунал, потом туда переводили, короче, нужно почитать. Здесь была реконструкция раньше, сейчас вроде закончили. Вот так. Интересный момент. Я хожу один, снимаю видео один. И почему-то говорю мы. Как я себя люблю. Оказывается. Хотя в этом я и не сомневался. Себя надо любить и уважать. Такой здесь памятник прикольный. Туристы гондолят. Идем дальше. Отсюда сказали, что минут 10 до выставки. Все, вошли мы. Вон там вход. Это налоговая. Дальше полиция здесь в Венеции так, на таких и карабинери.
катаются. Здесь у нас Garmin, всем известный основатель навигационной системы. Вот у нас здесь деревянная такая интересная лодочка, 9 метров длина. Единственное, их нету, представителей нету. Называется Любовь, Аморе. 9 метров длина, ширина 2,30 и 40 уходит под воду. Это используется как такси. И, насколько я понимаю, можно заказать такой же. К сожалению, сейчас я внутрь. Ну, в принципе, внутри видно. Итак, что там есть? Раз, два, три, четыре. Ну, 3 диванчика. И плюс командирское место. Здесь такая бухточка интересная, но непонятно, потому что никого нету из представителей. И это репродукция. Скорее всего, они делают репродукцию. Salve. Salve. Cosa fate le riproduzioni di... Noi abbiamo progettato queste barche che navigano con l'energia prodotta dai pannelli solari. Они разработали эти модели, и они как бы на солнечных панелях. Hanno Questo anche è 2 il motori diesel, Разработчиков, у них есть hanno еще 2 и motori моторы elettrici e 2 дизельные, motori diesel. 2 электрических и 2 дизельных мотора. E in elettrico viaggiano a 5-6 nodi per una Электрическим decina di ore. 5-6, ну, в Москве 5-6 этих, и до 10 часов моторы могут работать. Hanno anche questo altro brevetto che è una piattaforma che va 1 metro sott'acqua Это у них запатентованная, то есть это платформа, которая уходит под воду на e arriva 1 fino al метр fly. и может до Quindi флая доходить. diventa una terrazza sul mare, То есть может стать террасой на море, un ampliamento del pozzetto, нижней палубой. poi qui ha un estraibile con И una плюс здесь ribaltina еще in acciaio можно выходить che si из può железной этой, salire a bordo куда con можно una заехать piccola auto elettrica на маленькой e машине. metterla in garage. Questo va giù, si И apre il здесь у нас маленький portellone, гаражик. E questa sarebbe lunga? 30 metri e 40, Она здесь 30 метров. però questa è più piccola, Здесь у них è circa 24 metri. маленькая модель, это 24 метра. E ha lo stesso i pannelli Та же retraibili система панелей, которые они, ну, в принципе, они e ha выходят lo stesso la piattaforma. и туда-сюда выходят. И та же платформа сзади, запатентованная. Вот она. Questa invece utilizza anche il vento А это еще использует ветер. in direzione favorevole, da Если poppa. ветер дует в сторону вашего пути, он... Se invece è contrario, si abbatte in avanti in automatico А если ovviamente. этот, его можно È uno спустить, continua если a ветер navigare. напротив, можно спустить и идти на Se панель. invece si vuole chiudere tutto e navigare con motori diesel, А если хотите все закрыть и путешествовать дизельными моторами, si chiude tutto in оно все automatico. закрывается In автоматически. 3 Ну, все minuti. автоматически. В течение 3 минут все закрывается и становится вот E такой. questo pannello rimane attivo per i servizi di bordo. И эта панель остается активной, потому что часть все-таки остается открытой. Это для внутреннего использования, для внутренних нужд. Grazie. Grazie a lei. Grazie mille. E si chiama? Fabiani Yacht. И называется Fabiani Yacht. Sono Che tutti zona nostri- d'Italia? Noi siamo a Livorno. Livorno, Компания Toscana. это из региона Тоскана, это Ливорно. Здесь у нас в основном катамараны. Раз, два, три. Там 4 катамарана в самом начале.
Далее я решил сделать небольшой обзор на компанию Ital Catamarans, вернее на их катамаран, который был представлен в этом году. Это уже катамаран, на котором плавают. Хозяева предоставили этот катамаран на неделю для выставки. Мне повезло, что строил этот катамаран мой близкий друг, и он сможет нам провести такой небольшой обзор. Зовут его Аслан Кудаев, и давайте посмотрим, что она из себя представляет. Сразу скажу, что я в теме новичок, поэтому не судите строго. Здесь мы находимся в ванной, душевая. Душевая арматуриаль это... Так, это уже лодка, которая в собственности. То есть здесь уже живут, пользуются. Аслан, я если не ошибаюсь, по-моему, здесь прям живут, да? Они путешествуют по миру. Всем привет. Нам здесь повезло, потому что... как на русском будет твоя должность? Директор по... Производства. Директор производства, да. Сам он начинал именно с работы по дереву. Поэтому, как вы понимаете, когда проходит контроль, все то, что касается дерева, которого здесь очень много, это все под его чутким присмотром. Здесь у нас что основное? Это у нас, вообще вся эта сторона, это хозяйская. Хозяйская. Да. Весь шкаф свой, здесь у нас двуспальная кровать, полноценная 180 на 200. Полноценная кровать 180 на 200. И здесь все спрятано, шкафы, там, здесь дверь и шкаф совмещены вместе. То есть, когда я хочу закрываю, здесь у нас шкаф спрятан. Ясно. Здесь двойной шкаф, здесь еще шкаф, там внизу кассет, с этой стороны то же самое. Поэтому пространства хватает. Несмотря на то, что вроде бы загружено мебелью, но пространства много. Ясно. Вроде бы больше, но так как у нас усилие идет на ходовые качества, скажем так, нам удалось совместить очень быстрый катамаран, потому что, кто не верит, могу, пусть возьмут, посмотрят. У нас крейсерская скорость 18-20 узлов. Так, давайте дальше пройдемся, уже по скорости наверху поговорим. Да. Вот, и сделать быструю, еще элегантно. Получилось. Это золотая середина. Да. Да. Дальше у нас что, Аслан? Дальше у нас выходим вверх, в салон. Давай спустимся сюда. Это мы были в одной части, это катамаран. Для тех, кто не слышал вначале. Здесь у нас... Это у нас с этой стороны у нас две кабины, две каюты. Они зеркальные, получается. Да, корпуса, да, но та сторона полностью хозяйская, а здесь она разделена на две части. Передняя, я ее называю для влюбленных, потому что кровать 140 на 200. То есть нужно или очень близко. Да. Но если ты весишь под 120 килограмм, наверное, это... А вот задняя, она точно такая же, как у хозяев. Точно так же 180 на 200. А, так там получается больше. Здесь тоже санузел, но не такой, как у хозяев. Ну, в принципе, Он достаточно. большой, единственное общий. Ага. Это все душевая. Очень большие душевые. Все удивляются. И здесь такая же 180, да? Точно такая же кровать, как там у хозяев. Один в один. Ясно. И все дерево, и облицовано. Мы везде все
стены, потолки, все, используем вот эту ткань, которая очень легко чистится, моется. Поэтому, что самое главное, и так как она еще суппортата, снизу она подкреплена войлоком, поэтому очень мягкая. Ясно. Когда прикасаешься, дает ощущение мягкости, удобная. Несмотря на это, она вроде бы пористая, но не пачкается. Даже то, что запачкается, можно взять, хорошо помыть и ничего нет. Отлично. Здесь у нас что? А здесь отсюда, в любом случае, там запасные выходы с каждой стороны. Не дай бог, конечно, ими воспользоваться, но если что вдруг в катамаране, если он переворачивается, ты не можешь через центральную дверь выйти, потому что она под водой. Так я думал, они как бы не могут. Теоретически не могут. Точнее, теоретически могут. Практически это сделать очень тяжело. Очень тяжело. Или надо быть очень безрассудным человеком, чтобы выйти в такую погоду, что тебя могут перевернуть на катамаране. Или тебя застало. У нас был такой случай в прошлом году. На 3-й, по-моему. Они вот отсюда из Венеции, кстати, выплыли, чтобы вернуться к нам в Фану. По дороге. Фану это центр Италии, просто, тоже Адриатика, центр Италии. И по дороге у них ветер буквально за 15 минут от 10 узлов поднялся до 56. И порвало парус. Порвало парус, потому что был так сильно они не смогли просто снять его. Но они не перевернулись. Мы об этом говорили. В смысле, чтобы перевернуть катамаран, нужно ветром постараться. не перевернешь. Это волны. Это уже Это океан. получается, здесь они потом Когда перевернутся. переворачивается, ты просто вот эта ступенька выбиваешь ее, она слетает, и открываешь, и ты выходишь. А как выходишь, там снизу получается еще? Нет, ты когда перевернешься, он находится сверху. Ну. Оказывается сверху. Ты просто открыл, у тебя люк выйти наверх. А там дополнительно. Это уже получается Это все, выход. там вода. Да, там вода. Вот почему. Видите, когда человек не разбирается, получается так. Всему своему. И здесь уже у нас салон. Давайте Довольно-таки поднимемся в салон. полноценный. Да. Полноценный салон, где полноценная кухня. То есть все на индукции. Buongiorno. Здесь у нас получается полноценная кухня. Полноценная кухня с холодильниками, со всем. В общем, укомплектована полностью. Да, она сделана, чтобы жить. Она сделана, Как и хозяева вот именно этой лодки, они именно живут в ней. То есть они в ней 365 дней в году. на 3 года плыть на кругосветку. Классно? Мы постарались сделать так, чтобы они сделали это с максимальным кайфом и удобством. Отлично. А что по техническим характеристикам? Скорость, длина, ширина? 15 в длину, 7 метров 80 в ширину. Крейсерская от 15 до 20, в зависимости от ветра, естественно. Все, максималка у нас второй дошел 24,5, третий дошел 26, поэтому, честно говоря, до максимума еще даже не довели. Второй, это Аслан говорит про номера их катамаранов. Так как здесь в этой компании до 90% это под заказ, то есть у вас есть возможность под себя, да, полностью, до 90% можно под себя ее полностью, что касается дизайна, что касается, все то, что касается катамарана, до 90 градусов можно под себя подстроить, да? Какая длина? 15 метров. 15 метров. 7,80 шириной, он достаточно узкий. А высота получается какая? На высоту надо смотреть как. Если общая высота, то есть самая нижняя точка до самой верхней точки без мачты, то это 4,20. 4,20. Под питерскими мостами пройдет спокойно. Нет, потому Нет? что мачта почти 22 метра. Не под всеми мостами, скажем так. Питерские разводятся, поэтому пройдет Да, по-любому. проблем нету. Сейчас я ее покажу еще Да, снаружи. пройдись.
Вот так она выглядит снаружи. Вот здесь такие сеточные лежаки. Здесь солнечные панели. Ходит она под итальянским флагом пока что. И, как говорил нам Аслан, хозяева предоставили ее для выставки, но оно потом уплывет, и в ближайшее время они хотят в кругосветку на 3 года, насколько я понял. Вот такой вот катамаран. Кому понравилось, обращайтесь, скинем их координаты. Материал, из которого он выполнен, для точности сейчас мы спросим у Аслана. Ну, по-моему, это волокно. Стекловолокно, что ли? Что это такое? Здесь 2 тимона. Справа, слева. С этой стороны. И вот стой. Здесь у нас отдельный райончик, а это все муранское стекло. Это такая елка из муранского стекла. У них, видимо, такая интеграция. Интеграция. Красиво. А это то, что используют вот эти, которые на гондолах катаются. Вон там маленькая гондола. И они обычно одеваются вот в такие цвета. На них можно увидеть. Милечко. Так. Эколайн. Называется Эколайн. Эколайн Марин. Со скорпиончиком. Тоже красивая. Тоже гибридная походу. Эколайн 850. Гибрид. Судя по тому, что написано. Тоже очень красивая. Прикольная. Ну, бросается в глаза, конечно, сразу. Скорее всего, то же самое, что и перед этим было. Внутри там вот каюта для капитана, двухместная. Так, здесь у нас часть компании Азимут. Здесь они, к сожалению, сейчас мне не могут позволить посетить, потому что у них
в эти часы заполнено клиентами. Попросили прийти в 6:30, но у меня особого желания нету. На данной яхте, если будет запрос, я могу отдельно с ними договориться и уже непосредственно в самой компании сделать там обзор на них или что-то наподобие. Ну, эта часть такая, более люксовая, скажем. Здесь и специфика компании, она такая более люкс-класса. Вот это уже наготовое даже, Flipper 900 DG. Так, 9 метров, 3,10 ширина. Прикольно. Они, видимо, одинаковые. Просто у этой крыши нету. Это на 3 места. А это с крышей. Цена плюс-минус одна и та же. Здесь Flipper 900 ST. Там было просто 9. То же самое, 9 метров. И уже чуть-чуть шире, 3,15. 3000 килограмм плюс моторы. Моторы одинаковые. А нет, 225 и 200 Mercury. Здесь двухэтажный. Пошли ряды уже побольше таких. О, какой красивый спектр. Да. Красота еще та. Ох, 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 какая красота. Абияч, модель Аби. На бельгийском флаге. Блин, какая красота. Жалко, что закрыто. Как потом выяснилось, это лодка уже с хозяином, и хозяин категорически был против любых съемок, поэтому мне позволили посетить ее. Внутри она такая же красивая, как и снаружи, но, к сожалению, заснять ничего не получилось. Посмотрим, там подводная лодка большая стоит. Это еще если нас здесь пустят. Хотя все ходят, нас тоже пустят. Я понял, почему я во множественном числе говорю. Видимо, то, что я и мои подписчики, то есть вы. Поэтому я разговариваю во множественном числе. Говорю мы, говорю нас. Это в очередной раз говорит, что я не думаю только о себе. Видите, как получается. Здесь такая подводная лодочка. Здесь они для детей организовали мини-спектакль. Казалось бы, выставка яхт. Откуда здесь дети? Но видите, дети тоже, видимо, с родителями приходят. Детям делать нечего, вот они могут здесь поразвлекаться. Такси ищет клиента. А мы же заказывали не это такси, поэтому будем ждать свое. Так, мы сейчас с вами садимся сюда, только чтобы на другую сторону перейти. Казалось бы, недолго, но приходится вот так.
Ну что ж, выставка закончилась. Надеюсь, что было интересно. Далее буду монтировать видео, посмотрим. Материала очень много. Может быть, выпущу в нескольких сериях. В принципе, можно себе это позволить, потому что очень много материала. Большая вывеска салона Nautico. Ох, немного ветра, потому что я сегодня обгорел. Солнце целый день. Обещали такую пасмурную погоду, я даже особо не стал париться. И шляпу не взял, и кепку не взял. Получилось как-то так.